Ребята, всем привет! Это аккаунт моего боевого товарища. Он достаточно продолжительное время копил различные сундуки, боксы, и сегодня мы будем их с вами открывать и заодно засечем, сколько ресурсов выпадет, какие ресурсы выпадут. В общем, погнали. Для чистоты эксперимента я хочу сейчас спрятать все важные ресурсы в рюкзак, в гильдию, для того, чтобы потом посмотреть, сколько у нас чего выпало с сундуков, чтобы ничего не перемешалось. Так, первое. Вот эти вот элементы у нас уже в гильдии лежат. То есть здесь их нет. Они не перемешаются. Также мы сюда спрячем ресурсы камни титана. Вот эти вот. Потому что они тоже выпадают. И мы посмотрим. Плюс спрячем ресурсы, которые нужны для герба и артефакта. Так, и я еще хотел бы спрятать, чтобы у нас не перемешались ресурсы для сильфа. Так, ну здесь у нас уже места нет. Сейчас будем отсюда перемещать коробки, а на их место будем закладывать ресурсы для сильфа. Я имею в виду вот эти и вот эти. Вот эти мы ресурсы все спрячем. Хотя насчет вот этих последних двух я не уверен. По-моему, они с рюкзака, с боксов с этих не выпадают. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, что еще? Ну, давайте вот эти еще тоже спрячем. Не помню я, падают они или нет. Так. Вроде бы все. Вроде бы все. Сейчас еще быстро пробегу глазами, посмотрю. Забыл, важно. Вот эти ресурсы тоже нужно спрятать. Это элементы для создания одежды для сильфа. Так, ну здесь больше и нет. Правильно? Да, больше я их нигде не вижу. Они, наверное, где-то спрятаны у Ильи в гильдии, возможно. А может быть, у него их нет, он... Возможно... Нет, вот они. Вот они. Они здесь. Тогда, чтобы было все в одной кучке, мы отсюда уберем, сюда перенесем. Так, вроде все. Манипуляции закончены. Теперь погнали. Первое, я думаю, с чего мы начнем. Мы с вами откроем сундуки с босса гильдии. Будем открывать разом, потому что нет смысла открывать маленькими частями. Скоплено, интересно посмотреть. 9999 сундуков, которые дают за убийство боссов гильдии. Должно быть сейчас очень много выпасть бонусных баллинов. Их сейчас 18. Ну, давайте начнем. Откроем. Бум! Что мы получили? Мы получили... Так, ну давайте я на всякий случай я покажу здесь все, что мы получили. На самом деле очень много вещей. Что-то попало сюда, потому что не хватает места. 2288 бонусных баллинов. Открываем их все и получаем 114 тысяч. Ну, здесь цифра округлена до 110 тысяч.
Это очень-очень много. Так, а точно ли оно округляется? Или здесь лимит? Хотя, по идее, нет, лимита не должно быть. Золото тоже откроем. Так, и заберем все, что попало у нас вот сюда. Здесь у нас 724. Да, это очень много. 724 миллиона. Кстати, странно, что они стакнулись все в одно окно. Потому что, насколько я знаю, свыше 9999 элементов в одном окошечке стакнуться не могут. Это было странно. Так, погнали дальше. Погнали дальше. Открываем еще 1400. Итого у нас получилось 11400 таких вот сундуков. Да, вот они, видите, как они теперь здесь стакнулись. То есть по 9999. Видимо, их почта как-то сжала. Открываем все это золото, потому что оно занимает место. Открываем, открываем, открываем. Мешки, наверное, я открывать не буду, пусть лежат. Я их тоже копил, насколько я помню. Ну, просто мы уже к лимиту приближаемся. 1 895 000 000. Больше открывать смысла нет. Так, и у нас, как вы видите, еще есть 250 2 единицы бонусного адаманта. Я хочу сейчас открыть... Давайте откроем 20. 22. Я хочу проверить, получаем ли мы баллины. То есть не исчезают ли они. Давайте еще 20-очку. Так, непонятно. Свыше 110 не поднимается, не пойму, есть они, действительно ли они есть там, или они просто исчезают. Поэтому уберем пока сюда, оставим здесь. Ну, в итоге у нас получилось 115, да, плюс здесь 200. Итого мы получили порядка 130 тысяч бонусного адаманта с 11 500 сундуков босса гильдии. Это очень много, это очень круто. Можно будет создавать шмот. Так, а мы погнали дальше. И посмотрим, что нам насыпало еще. 4000 мешков с элементами для создания зачарования шмота. Очень много элементов выпало. Сейчас посмотрим. Да, но здесь теперь вон 9000 медной руды, 9000 всяких различных растений. Очень много. Так, смотрим, что еще насыпало. Что еще у нас насыпало? У нас должно появиться очень много камней. Да, посмотрите, сколько камней. 9999. Первый стак, второй стак с камнями. И я вот не посмотрел, упали ли цветы, потому что цветы из каких-то сундуков выпадают. 19 выпало, если их здесь не было, я не помню точно. Вот этот момент я не засек, конечно. Так, ну и в целом вроде все. С этих сундуков больше особо ничего такого и не падает. Да, переходим к следующим сундукам. Следующие сундуки у нас... это сундуки... Вот они. Со шпиля, с простого шпиля, не с харда. Здесь что нам важно посмотреть? У нас примерно одинаковое количество вот этих сундуков. Это со шпиля харда. И примерно такое же количество с обычного шпиля. Что хочу посмотреть? Хочу посмотреть, сколько элементов выпадет для солнечной брони. Вот этой. Вот это самое основное, что здесь как показатель будет. Ну, плюс, конечно же, выпадет много всяких разных дополнительных элементов, но это основное.
То есть это, и на всякий случай запомним скипетры, но скипетры, по-моему, не падают. 3888. Там духов моды еще нападает очень много. Ну, примерно, чтобы понимать. Итак, открываем 1040. Плюс еще камни титана как раз посмотрим. Сейчас в чистом виде все увидим. Итого. У нас выпало с тысячи сундуков. Всего-навсего. Всего-навсего 26 единичек одного и 25 единичек второго элемента. Это очень мало, на самом деле. Это очень мало. 15 элементов для сфер. 64 здесь элемента для сфер выпало. Вот. Что еще? Ага, повыпадали элементы на сильфа. Можно здесь их наблюдать. Да, давайте мы их все-таки спрячем сейчас к остальным, чтобы потом засечь, сколько выпадет сундуков именно харда. 116 элементов выпало с 1000 сундуков обычного шпиля для фиолетовой, 44 для золотой и 12 элементов для красной экипировки сильфа. Здесь еще, по идее, должно было выпасть... Ага, ну вот, 55 единичек выпало элементов для модного ядра. Ну и самих ядер, я думаю, тоже нападало. Но самое основное, это вот, конечно, вот эти элементы. Их выпало очень мало. Достаточно приличное количество выпало вещей для титана. Для создания красного шмота. Но он уже нам не нужен. Эти элементы, в принципе, как плюс для того, чтобы кормить дракона. Они, потому что дают достаточно неплохое количество поинтов для того, чтобы прокачивать дракона. Так, ладно, их мы тоже убираем, эти элементы. Так, уберем камни титана. Камни титана у нас в гильдии, если я правильно помню. Да. Уберем и камни титана сюда. Так, и перейдем к тяжелой артиллерии. Да, здесь у нас больше ничего нет. Так, открываем сундуки. 1116 сундуков со шпиля харда. Погнали. Бум! И посмотрим разницу. Так, первое, что меня интересует сразу, это количество элементов. Смотрите, разница на самом деле какая огромная. Какая огромная разница. Если с 1000 сундуков обычного шпиля нам упало по 25 элементов солнечной брони, то здесь на 100 единиц больше каждому показателю. Убираем тоже сюда. Убираем сюда. Так, ну и крови выпало. Ну, крови выпало поменьше, но выпало тем не менее. Дальше смотрим, что у нас выпало. У нас выпало достаточно большое количество элементов для сильфа. Они у нас здесь. Так, и сердца. Посмотрим. Камни титана выпали ли и выпали ли сердца. Да, выпали сердца. 270 единиц выпало сердец и по 360. Ну, давайте усредним по 330 каждого элемента камней титана. Я их сейчас буду складировать, просто чтобы они не мешали. Буду убирать сюда. Так, ага, убрал. Берем сюда 270 сердец. Так, смотрите дальше, что у нас нападало. 78 элементов для создания сильфов. Но, как я уже говорил в своих видео ранее, гораздо дешевле сейчас сильфа купить готового. То есть с обмена задонатить
Потому что при создании сильфа, во-первых, нужны вот такие ресурсы, их нужно очень много. Во-вторых, нужно будет все равно тратить баллины. Поэтому бессмысленно на вот эти ресурсы обращать внимание. Как бы самое основное — это сферы и элементы для солнечной брони. Так, перекинули один артефакт. Смотрим здесь. Смотрим здесь и видим, что примерно 250-300 единиц упало для создания, для зачарования в фиолетовую сферу. 122 единички, это, ну, достаточно неплохо. 122 единички на оранжевую и на красную 67 единиц на сферы. Но здесь, опять же, важно понимать, что оно вроде, вот когда открываешь 1000 сундуков, кажется, ну, неплохо упало. Но чтобы эти 1000 сундуков открыть, да, 1100 сундуков в нашем случае, это нужно проходить каждый день full шпиль, 24 этажа. И на это нужно затратить 45 дней. То есть 1,5 месяца каждый день ходить для того, чтобы получить этот результат. Это все равно по времени достаточно много. То есть гораздо, конечно, дешевле все это приходит через донат. Тут уже, ну, очевидные вещи. Так, дальше смотрим. Что еще у нас упало? 200 единиц, 142, 70 на создание сильфа. И, по-моему, и все. Все остальное, в принципе, я показал. Да, очень много вещей, очень много ресурсов упало. Сейчас еще покажу. Здесь список, чтобы можно было посмотреть. Все полностью пролистать и посмотреть. Сколько и чего упало. Вот этот последний стак — это шпиль хард. Так, итого у нас осталось 280 сундуков с дерева. Открываем, смотрим. Видел, что упало 2 букета роз. И давайте здесь посмотрим. Значит, 770 рунных камней упало. 114 элементов для создания модного ядра. То есть, ну, грубо 11 модных ядер упало. Камни упали. 122 темнокрита упало. Так, сердечек 63 упало, которые, по сути, ну, нафиг нам уже не нужны. И 2 букета по 99 роз. Ну, самое основное здесь, конечно же, это рунные камни. 770 штук упало. Погнали дальше. Открываем вот эти сундуки. Ну, здесь как бы все просто и понятно, что сейчас будет падать. Будут падать камни, будут падать мешки с ресурсами для зачарования, ну и, соответственно, вулкан-паки для божественной закалки. Так, а вот с этими сундуками уже интереснее, потому что с них самое основное, что падает, и интереснее всего засечь было бы, это элементы на коня. Не вижу, где они у Ильи, просто у Ильи пропали ресурсы недавно. То есть были лаги сервера, и пропало очень много ресурсов на коней. То есть было около 90 единиц лавы. Лава стеет, и они пропали. Я не знаю, возможно, пропали элементы и на второго коня. Сейчас посмотрим здесь, в этом рюкзаке. Ну да, здесь я их тоже не наблюдаю. И в рюкзаке сейчас посмотрим. Не вижу я их. Не вижу.
Нету. Ну, отлично. Для чистоты эксперимента как раз будет понятно, сколько упало. 318 сундуков. Открываем разом. Всего 2 элемента упало. Всего 2 элемента. Это очень мало, но на самом деле эти элементы падают крайне редко с этих сундуков, потому что я открывал очень много сундуков. В разы больше, и мне тоже падало очень-очень мало элементов. То есть, чтобы вы понимали, за всю игру, сколько я хожу в небо фармить, я накопил там около 60 единичек вот этого элемента на коня. То есть это очень мало. Так, погнали дальше. Здесь, конечно, опять же, немножко упало песка и лунного камня для сильфов, но как бы это не основное. Так, и с этого сундука у нас упали камни. И у нас упал... Сейчас посмотрим. Падает много дару. И упал еще один элемент на коня. То есть всего 3. Там еще и падали немножко золотые кнуты, но все это настолько там в малом количестве падает, что в принципе даже засекать неинтересно. Подводим итог. Самое интересное, что мы здесь наблюдали, это выпадение вот этих ресурсов, да, и выпадение ресурсов, которыми можно кормить дракона. В нашем случае это камни титана. Вот эти вот. Приличное количество. Конечно, очень много бонусных баллинов. Около 130-140 тысяч получилось в общей сложности. И этого Илье хватит достаточно на длительное время для того, чтобы делать повышение модного облика. Как раз у него здесь 8 уровень. Я думаю, теперь он спокойно стакнет все на 9. Крылья сделает 7 или 8. Ресурсов для этого вполне хватит. Вот, будем заканчивать. Пролистаю и еще раз покажу вам все, что есть в рюкзаке. И пролистаю, покажу все, что есть в гильдии. Ну, чтобы не было вопросов. Очень много ресурсов. Все, ладно, ребят. Всем пока. Всем удачи, хорошего настроения. Увидимся.